We're going to begin in this hour talking about the first 5 years of life. Сегодня мы начнем с того, чтобы мы поговорим о первых 5 годах жизни. And I remember last night, most of you have children in that age bracket. И с прошлого вечера я помню, что большинство из вас имеют детей такого возраста. And of course, there's very few things quite as thrilling as bringing a baby home from the hospital. Конечно, в жизни есть мало таких вещей, сравнимых с тем, когда вы приносите ребенка из больницы домой. Especially the first baby, because you don't know quite what to expect. Особенно, когда речь идет о первом ребенке, потому что вы не знаете, что ожидать. And you bring this little baby home from the hospital in this little plastic carrier. Вы приносите этого маленького младенца из госпиталя в этом пластиковом носителе, не знаю как это, коляске. And you set the baby down and he stays there. И вы его ложите туда, и он лежит. Wouldn't you love to be able to do that with your 8-year-old? Вы, конечно, хотели бы, чтобы вы могли точно так же поступить с 8-летним вашим ребенком. If we could go to the next slide. Следующий слайд поставьте. But of course the babies don't stay in those carriers for long. Но дети, конечно, не сидят долго в люльках. Because there's physical development taking place. Потому что существует физическое развитие. And before long, the child will not, he'll flop out of the carrier. И не пройдет много времени, когда ребенок будет выскальзывать из этой люльки. And you'll have to be very careful only to put it on the floor, otherwise he might fall and hurt himself. И вам нужно быть очень осторожным, потому что он может выпасть и поранить себя. And there's this tremendous physical development in those first 5 years. Существует очень много разных аспектов физического развития в первые 5 лет. The child learns to run and to jump and to climb trees. Ребенок учится бегать, прыгать, залазить на деревья. And by the time he goes to school, he can do things that you are too old to do anymore. И к тому времени, как он идет в школу, он уже может делать такие вещи, для которых вы уже слишком стары. And of course, there's social development. Кроме того, существует социальное развитие. He's learning how to live with the people in his world. Он учится, как жить с людьми в его мире. And how to interact with them. Как взаимодействовать с ними. How to be funny and how to be cute. Как быть интересным, как быть привлекательным, красивым. And how to be demanding and get what he wants. Как быть требовательным для того, чтобы получить то, что он хочет. And he learns that the way you get what you want from mother is different than from father. И он понимает, что способ, как получить то, что ты хочешь от матери, отличается от способа получения желаемого от отца. And of course there is psychological development. He's developing his sense of himself as a person. И кроме того, есть психологическое развитие. Он развивает ощущение самого себя как личности. And he's developing spiritually. Кроме того, он развивается духовно. Because he's made for God. Потому что он сделан, сотворен для Бога. He's made for worship. Он сотворен для поклонения. And so we need to be shepherding this worshiping child as Таким well. образом, нам нужно пасти этого поклонника, этого ребенка, который поклоняется. Now, with all this change and development, it is very easy for a parent to become confused. Конечно, со всеми этими переменами в развитии для родителей очень легко потеряться. You see so much potential in your child. Вы видите так много потенциала в вашем ребенке. And you realize that he needs to be developed in so many areas. И вы понимаете, что ему нужно развиваться во многих сферах. And what I want to give you this morning is a single training objective. И то, что я хочу вам сегодня показать, это единственная цель тренировки или взращивания, That I believe is the primary training objective for these first 5 years. которую я считаю является доминирующей, главной целью в эти 5 лет. And it is broad enough to encompass the changing world of this child's life. И она достаточно широка, чтобы включить в себе весь переменчивый или изменяющийся мир жизни ребенка. And yet it is focused enough to give you direction in specific situations. И вместе с тем она сфокусирована достаточно, чтобы дать вам направление в каждой конкретной ситуации. So you have some idea what you ought to do. И у вас есть определенная идея, что вам нужно делать. And I would suggest to you that training objective is to teach our children to be people under authority. Я хочу вам сказать, что самая главная цель этой тренировки заключается в том, чтобы вырастить детей, которые знают власть. It's really the truth of Ephesians 6
1 through 3. В действительности эта истина открыта в Ефесянам 6 глава с 1 по 3 стих. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, that it may go well with you, which is the first commandment with the promise, that it may go well with you, and you may enjoy long life on the earth. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо того требует справедливость. Почитай отца своего и мать, это первая заповедь с обетованием, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. When I was a child, this is the first Bible verse I memorized. Когда я был ребенком, это был первый стих из Библии, который я выучил наизусть. I remember thinking, even as a child, that it was a strange thing that the first verse I memorized was about obeying mom and dad. Я помню, что это было достаточно странно, что первый стих, который я выучил, он касался послушания мамы и папы. But of course, as I got older, I understood why that was the first verse. Но потом, когда я вырос, я понял, почему это был именно первый стих. My father had a very definite objective. У моего отца была очень определенная цель. He wanted to teach us to obey father and mother. Он хотел научить нас быть послушными папе и маме. In fact, when we didn't obey, he would say to us, what is Ephesians 6:1? В действительности, когда мы были непослушны, он задавал нам вопрос, что сказано в Ефесянам 6:1. And we would say, children, obey your parents in the Lord, for this is right. И мы говорили, дети, будьте послушны родителям, потому что это правильно. He would say, well, you know what you need to do then, don't you? И отец говорит, ну тогда ты знаешь, что тебе нужно сделать, не так ли? And we would go off and obey. И мы шли и были послушны. He brought a friend home from work one night. Он однажды с работы пригласил друга домой. And during the course of the night, he was giving direction to the children И in в our течение house. этого вечера он делал разные указания нам, детям. And if we didn't obey, he would say, what is Ephesians И 6:1? когда мы не слушались, он говорил, что сказано в Ефесянам 6:1. And we would go off and do whatever it was we were supposed И to мы шли do. и делали то, что мы должны были сделать. And so throughout the night, he's saying to children, what is Ephesians 6:1? И таким образом, в течение всего вечера он говорил детям, что сказано Ефесянам 6:1. And we would obey. И мы просто слушались. By the end of the evening, his friend said, what is Ephesians 6:1? В конце вечера его друг задал вопрос, что же сказано там в Ефесянам 6:1? He thought, I've learned a magical phrase that you say to children, and they obey you. Он думал, что я выучил или нашел магическую фразу, которую ты произносишь детям, и они сразу послушны тебе. But of course, it's not magic. Но речь не идет о магии. It's a training process. Это процесс тренировки. Now notice, I use the word process, not event. Заметьте, я использовал слово «процесс», не «событие». Sometimes we like to have training events Иногда мы хотели бы иметь события подготовки where we give или тренировки. one lesson, and after that our children do what we've told Когда them мы to do. преподаем один урок, и после этого дети будут делать то, что мы хотим или считаем But it doesn't правильным. work that way. Но так не работает. You train them continually to obey. Вы тренируете их последовательно, постоянно, чтобы они были послушны. Now, what God has done in this passage is He's drawn a circle in which children are to live. То, что Бог сделал в этом отрывке, Он показал нам круг, в котором дети должны жить. And the boundary of the circle is to honor and obey father and mother. И границы этого круга, они ограничены тем, чтобы почитать и быть послушными отцу и матери. And God promises in this circle you will enjoy these wonderful blessings. И Бог обещает, что если ты будешь в этом круге, то ты будешь наслаждаться прекрасными благословениями. It will go well with you and you will enjoy long life. Тебе будет благо, и ты будешь наслаждаться долголетием. Now, those are blessings you want for your children. Итак, это те благословения, которые вы хотите, чтобы были у ваших детей. They're blessings your children want for themselves. Это благословения, которые ваши дети хотят для самих себя. And God says the context in which these blessings come is as you honor and obey father and mother. И Бог ясно говорит, что контекст, в котором эти благословения приходят, включает в себя послушание и почитание родителей. So this circle is a circle of blessing. Таким образом, это круг является кругом благословения. It is the very best place for your child to be. Это самое лучшее место, где ваш ребенок может быть.
And part of the task of these early years is persuading your child that this is the best place И for him to be. часть вашей задачи в эти ранние годы убедить ваших детей в том, что это наилучшее место для них, где они могут быть. Now, the way we present these things to our children is very important. Очень важно, каким образом мы представляем это нашим детям. We never want to come to them in this way. Мы никогда не хотим или никогда не будет правильным, если мы будем делать это следующим образом. Look, I'm your father. Слушай, я твой отец. I put a roof over your head. Я тебе кров над головой I обеспечиваю. buy every stitch of clothes you wear on your back. Я покупаю каждую тряпочку, одежду, которую ты носишь. And every bite of food you put in your mouth. И каждый кусочек хлеба, который ты ложишь в свой рот. And as long as you live in my house, you're going to do what I И say. пока ты живешь в моем доме, ты будешь делать то, что я говорю. When we come to our children like that, we are planting seeds of rebellion. Когда мы подходим к нашим детям таким образом, мы закладываем семена бунта. In a biblical presentation, this is what we want to say. В библейской презентации вот каким образом или что мы должны сказать. There's a God in heaven. Есть Бог на небесах. He is good, Он добр и and благ. he is wise, И Он мудр. and he is holy, И Он свят. and he has made us. И Он сотворил нас. He has made us for his own glory. Он сотворил нас для своей собственной славы. And he's told us how to live for our good and for his glory. И Он сказал нам, как нам жить, для того, чтобы нам было благо, и Он был прославлен. And it is a blessing for you to obey mom and dad. И это благословение для тебя быть послушным папе и маме. And we insist on your obedience because we know that is what is best for you. И мы настойчиво требуем твоего послушания, потому что мы знаем, что это наилучшее для тебя. Little children can get a hold of that truth. Маленькие дети могут понять эту истину. We were with my son and his 5 children at a restaurant at last Christmas time. Мы были с моим сыном и его 5 детьми в ресторане во время рождественское время в прошлом году. And they've got 5 children. The youngest was an infant, and the next one was 2 years old. У них было 5 детей, самый младший был еще совсем младенец, и второй был 2-летний. And as we were leaving the restaurant, our son asked us if we would take the infant and the 2-year-old home with us. И когда мы уходили из ресторана, наш сын спросил, можем ли мы взять 2 младших домой с собой. And the older 3 children and my son and his wife were going somewhere else. И мой сын со своей женой и с 3 старшими детьми куда-то собрались в другое место. Now, of course, as we began to put this 2-year-old into the back of our car, Конечно, в то время, когда мы этого 2-летнего ребенка сажали на заднее сиденье нашей машины, he realized everyone else is going someplace and I'm not going. он понял, что все остальные куда-то едут, куда он не едет. And he started to cry. И он стал плакать. I called my son over Я позвал сына своего, and I said, you need to talk to him. и я сказал, тебе нужно поговорить с ним. He's very upset. Он очень расстроен. My son said to him words like this. Мой сын сказал ему следующие слова. He said, you know you can trust God Он сказал, ты знаешь, ты можешь доверять Богу, and you can trust mommy and daddy. и ты можешь доверять маме и папе. And God gave you a mommy and daddy who are wise. И Бог дал тебе папу и маму мудрых. And we know the best thing for you is to go home with grandma and grandpa. И мы знаем, что наилучшая вещь для тебя – это поехать домой с бабушкой и дедушкой. And we will come and get you later. И мы приедем и заберем тебя позже. And I'm going to pray for you, and I'm going to pray that God will give you a very nice night with grandma and grandpa. И я помолюсь за тебя, чтобы Бог дал тебе очень хороший вечер с дедушкой и бабушкой. And this 2-year-old stopped crying, Этот 2-летний ребенок перестал плакать. and we went home and we had a very nice evening with И мы him. поехали домой, у нас очень хороший вечер был. Now, this is what struck me that night. Но вот что поразило меня в тот вечер. This was not the first time he had heard those words. Это было не первый раз, когда он слышал эти слова. Even though he was only 2, he had heard those words hundreds of times. Несмотря на то, что ему было только 2 года, он слышал эти слова сотни раз. God has given you a mommy and daddy.
Бог дал тебе папу и маму. And it's a blessing for you to obey mommy and Это daddy. для тебя благословение быть послушным папе и маме. Now, I'm persuaded that many young people give away their authority over their children. Я убежден, что очень многие молодые люди, они отдают свою власть We над have детьми. wrong ideas about authority. У нас неправильная идея о власти. We think of authority as standing over someone and telling them what to do, Мы думаем о власти, как стоять над кем-то и говорить ему, что делать. and we question the fairness of that. И мы подвергаем сомнению, насколько это справедливо. We don't like it when someone does that to us. Потому что нам не нравится, когда кто-то делает это для нас. And so parents try to avoid being authorities with their children. Таким образом, родители пытаются избежать иметь власть над своими детьми. And parents give away their authority. Таким образом, многие родители отказываются от своей власти. You know, it's breakfast time, Во время завтрака. and mother says, I'm sorry, I forgot you don't like oatmeal. Let's see, would you like the sugar smacks or the Cocoa Puffs? И мама говорит: о, я извиняюсь, я забыла, что тебе не нравится овсяная каша. Может быть, тебе там что-то сладенькое дать? Instead of saying, we're going to have oatmeal today. Вместо того, чтобы сказать: у нас сегодня будет овсяная каша. It's good, nutritious food. Это очень хорошая, богатая пища. We're going to thank God for it and eat it with a cheerful heart. И мы поблагодарим Бога за это и будем кушать с радостным, благодарным сердцем. Maybe another day we'll have something you like better. Может быть, в следующий день у нас будет что-то, что тебе понравится больше. But this is what we're eating today. Но это то, что мы будем есть сегодня. Or parents say, do you want to take piano lessons or do you not want to take piano lessons? Или родители спрашивают: хочешь ли ты заниматься на пианино, учиться, или ты не хочешь? Pianos are expensive and the lessons are expensive. Пианино очень дорогой инструмент, и уроки достаточно дорогие. We don't want to spend all this money on these things unless you're going to practice. Мы не потратим много денег на все эти вещи, если ты не хочешь этим заниматься. Now, what 5-year-old is playing scales Когда пятилетка играет октаву, and he sees other children outside, they're playing baseball. и когда он видит других детей, которые играют в бейсбол, And he thinks, they think they're having fun, but I'm investing in a life of enjoyment. и он думает, конечно, о том, что они думают, что им интересно, а я инвестирую в свою жизнь. One day they'll wish they had played scales. И однажды они будут мечтать о том, чтобы они когда-то играли вот эти нотки. 5-year-olds don't think that way. Пятилетние не думают так. That's why they need the blessing of parents who are authorities in their lives. Вот почему им нужно благословение родителей, которые имеют власть над их жизнью. But parents give away their authority. Но родители отказываются от своей власти. In a biblical vision, here's the way we ought to think of authority. Когда мы говорим о библейской точке зрения, вот как мы должны представлять себе власть. God gives me authority in the lives of my children. Бог дает мне власть над жизнью моих детей. And kind, gracious authority is a blessing to them. И добрая, благородная власть является благословением для моих детей. They lack wisdom. Им недостает мудрости, They lack maturity. им недостает зрелости, They lack life им experience. недостает опыта жизни. They need gracious authority. Им нужна благодатная власть. They need an authority like Jesus Christ in their life. Им необходима власть, подобная Иисусу Христу в их жизни. An authority that is kind. Власть, которая добра. An authority that is gracious. Власть, которая щедра. And that's a blessing for your children. И это благословение для ваших детей. Now, let's define these terms. Давайте немножко займемся определением терминов. What does it mean to obey? Что означает быть послушным или повиноваться? Obedience is submission to God's authority. Повиновение означает подчинение себя Божьей власти. Remember, it always is God's word in its focus. Помните, что всегда это сконцентрировано на Боге. It's what we do because God is in heaven. Это мы делаем что-то по причине того, что есть Бог на небесах. And that causes a child to do what he's told to do by his parents. И это движет ребенком, чтобы он делал то, что ему сказали родители. Immediately and without excuse and without complaint.
Делать немедленно, без оправданий, без жалоб и без вопросов. Now, all of you have a parenting style. У каждого из вас есть свой стиль родительских отношений к детям. Whatever your parenting style, your children know when they're going to have to obey now. Независимо от вашего стиля воспитания, есть определенная точка, когда ребенок понимает, что сейчас ему нужно быть послушным. Maybe it's when mother screams, "Did you hear me?" Может быть, эта точка наступает, когда мать орет: «Слышал ли ты меня?» And the child sees the veins are showing in her forehead and in И her neck. когда ребенок видит вены, которые проступают на ее лбу и на ее шее, And I better obey before she hurts herself. и он считает, что ему лучше сейчас быть послушным, пока она не причинила себе вреда. Or maybe it's when father uses all of my names. Или, может быть, это когда мой отец использует все мои имена. Theodore, Alan, Tripp. Иван Иванович, Петров. And so he's using all my names. I better obey him now. This is После serious. этого он использовал все мои имена, мне нужно быть послушным. Or maybe it's when mother counts. Или когда мать начинает считать. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 67, 68, 69. 67, 68, 69. By the time she gets to 70, I better have obeyed. Когда она дойдет до 70, мне уже надо быть послушным. Or maybe it's when I'm threatened. Или когда мне угрожают. Young man, do you want a spanking? Молодой человек, ты хочешь отшлепанным быть? I'm only going to ask you one more time. Я попрошу тебя еще только один раз. Do you want a spanking? Ты хочешь быть отшлепанным? 2 times after that, I better have obeyed. 2 раза после этого ребенок понял: мне нужно уже быть My послушным. point is, no matter how you approach the issue, your children know when they're going to have to listen. Я пытаюсь вам объяснить, что у каждого ребенка есть та точка, когда они понимают, что сейчас нужно быть послушным. So why not teach them when I speak to you in a normal conversational tone? Таким образом, почему бы их не научить, что когда я говорю с тобой нормальным разговорным тоном, When I say words you understand, когда я говорю тебе слова, которые ты понимаешь, I ask you to do something you have the ability to do, я прошу тебя сделать что-то, что ты можешь сделать, my expectation is that you will obey. и мое ожидание заключается в том, что ты будешь послушным. And if you don't obey, we will deal with that in appropriate ways. И если ты не послушен сразу, то мы будем иметь определенные последствия этого. We need to train our children to honor father and mother. Нам нужно натренировать наших детей почитать отца и мать. Now, honor is submission to God's authority Почтение является подчинение Божьей власти, that causes a child to speak to his parents with respect for the parent's role as God's agent of discipline and nurture and correction in the child's life. Почтение – это подчинение Божьей власти, которое заставляет ребенка говорить с родителями с уважением к их роли божественных представителей, поставленных взращивать, направлять и дисциплинировать детей. We need to train our children that you cannot speak to mom and dad as though we are equals. Нам нужно натренировать наших детей, что они не могут разговаривать с папой и мамой как бы на равных. God has put me over you. Бог поставил меня выше тебя. And you need to speak to me in a way that shows that God has made me a head over you. И ты должен разговаривать со мной таким образом, чтобы Он показывал и демонстрировал, что ты признаешь эту власть над That собой. means you cannot give mom a command. Это означает, ты не можешь командовать мамой. Get me a drink. Дай мне пить. I would be delighted to get you a drink. Я буду рада дать тебе пить. I love you. I want to meet your Я люблю needs. тебя, и я хочу заботиться о твоих нуждах. But you cannot command me. Но ты не можешь управлять мною. You can ask me for a drink. Ты можешь попросить меня о том, чтобы попить. May I have a drink? Могу ли я иметь напиток? I'll be delighted to get you a drink. Я буду рада дать тебе попить. But you must speak to mom with respect. Но ты должен говорить с мамой с уважением. Let me say, especially for young mothers, Позвольте мне сказать, особенно относительно молодых мам. don't try to be your child's best friend. Не пытайтесь быть лучшим другом вашего ребенка. He doesn't need you as a best friend. Вы не нужны ему как лучший друг.
He needs for you to be the very best mother you can be before God. Он нужен, вы нужны ему как самая лучшая мама, которую Бог поставил перед ним. Now, God promises these wonderful blessings that come if children honor and obey. Бог обещает огромные благословения, которые придут в жизнь ребенка, если он будет повиноваться и почитать. He says it will go well with you. Он говорит, что тебе будет благо. And I want you to think about this in two ways. Я хочу, чтобы вы подумали об этом в двух разных плоскостях. We have the next slide, please? Thank you. We could think about it in terms of spiritual blessings that come to the child. Мы можем думать об этом, исходя из духовных благословений, которые придут к ребенку. This child is learning that joy and happiness is found in the pathway of obedience. Этот ребенок учится радости и счастью, которые он найдет на тропе послушания. He's learning I can trust God to work through the authorities in my life. Он учится тому, чтобы доверять Богу, чтобы жить, подчиняясь власти или авторитетам в его жизни. He's learning that happiness is not going to be found in doing whatever I want to do. Он учится тому, что счастье не находится там, когда он ищет того, что он хочет. But joy and happiness is going to be found in submission to God. Но радость и счастье найдено только в послушании Богу. There also are very practical or natural blessings that come. Кроме того, есть много практических или естественных, натуральных благословений, которые приходят с этим. Because the adults in your child's world will understand that he is a trustworthy person. Потому что взрослые в мире этого, окружающие этого ребенка, они будут знать, что ему можно доверять. Now, imagine with me that you are going to go someplace with your children to have a nice day of recreation with them. Представьте себе, вы какой-то день вы выезжаете для отдыха с детьми. And you thought you would like to invite another child to come with you as a companion for your child. И вы думали о том, может быть, пригласить еще одного ребенка, который мог бы составить компанию с вашими детьми. Who are you going to invite? Кого вы пригласите? Are you going to think, who do we know that will not listen to us? Думаете ли вы так? Кого мы знаем, кто не будет послушен нам? Who do we know who will resist our authority all day? Кого мы знаем, кто будет сопротивляться нашей власти целый день? Who do we know who will complain when it's time to go home? Кого мы знаем, кто будет жаловаться тогда, когда это будет время возвращаться домой? Let's ask him to come with us. Давайте позовем его, чтобы он с нами пошел. You're not going to do that, are Вы you? никогда не сделаете этого, не так ли? Who are you going to invite? Кого вы пригласите? You're going to invite a child that is under authority. Вы пригласите ребенка, который знает, что значит быть под властью. And think of the hundreds of times in a child's life when opportunities come to a child who is under authority. И подумайте о сотнях ситуаций в жизни ребенка, когда приходят подобные возможности, чтобы его умение подчиняться, они открывали ему путь. God also promises that you will enjoy long life. Бог также обещает, что ты будешь наслаждаться долголетием. There's a promise of the prosperity and protection and richness and fullness of life that come as we live under the authority structures God has given. Вместе с этим приходит благословение, благополучие, защиты, богатства и полноты жизни, которые Бог посылает ребенку, который живет, подчиняясь власти или авторитетам. Now we know that sometimes, very tragically, children die when they're very young. Мы знаем, что иногда трагично дети умирают в очень разном возрасте, раннем возрасте. And God takes children, И Бог может забрать ребенка. and we have to rest in His wisdom and His providence. Нам нужно доверяться Его мудрости и Его провидению. But the general principle here is that God promises richness and fullness of life as people obey Him. Но общий принцип здесь заключается в том, что Бог обещает богатство, полноту жизни для тех детей, которые послушны Ему. Now, when I was a child, I lived in a very busy city in Ohio. Когда я был ребенком, я жил в очень таком шумном городе в Ohio. And there was no place nearby to play baseball. И не было нигде близко места, где играть в бейсбол можно было. And so we used to play on the parking lot of a factory near our home. И мы играли на парковке завода, который был рядом с нами.
One day we were playing there, and some boys were throwing stones at the windows, and the police were called. Однажды мы играли, и некоторые ребята кидались камнями в окна и позвали полицию. And we ran home and told our parents about this exciting thing that had happened. И мы прибежали и рассказали родителям о этой очень интересной ситуации, которая случилась. And they said, you may not play there anymore. И они сказали, вы больше не будете там играть. One day after that, my friend said, let's go play ball at the factory. И однажды после этого мой друг сказал, пойдем поиграем в мяч там на заводе. I can't. My mother won't let me. А я сказал, я не могу, моя мать не разрешает мне. He says, come on, your mother will never know. И он говорит, пойдем, твоя мать никогда не узнает. And so I went. Я пошел. And I was climbing the fence to play ball on this И я parking lot. перелазил через забор, чтобы играть там в мяч. My youngest brother, Mark, was with me. Мой младший брат Марк был со мной. As he saw me climbing the И fence, когда он увидел меня перелазящим забор, he said, you don't want to live long, do you? он сказал, ты не хочешь жить долго, не так ли? And my friend said, what will happen? Will your mother kill you? И мой друг сказал, что случится, твоя мать убьет тебя? But of course, Mark was referring to this passage of Ну, Scripture. конечно, Марк напоминал этот текст Писания. And he was thinking, you're disobeying mother. И он думал, ты не послушен матери, Your days are numbered. твои дни сочтены. Now, there's something very beautiful about that Есть нечто прекрасное в этом, because he was applying God's word to our situation. потому что он применял Божье Слово к нашей ситуации. Now, I want to extend this diagram, this circle, in this way. Теперь я хочу этот круг представить таким образом. It's in the context of the circle, honor and obey, that it'll go well with our children and they will enjoy a long life. Это в контексте вот этого круга дети будут иметь благо и долголетие. So when our children disobey and dishonor father and mother, Таким образом, когда наши дети не почитают и не слушаются родителей, they move outside the circle они уходят за границы круга. and they put themselves in a place of danger. И они ставят себя в место опасности. Now, why is that a place of danger? Почему это место опасности? Because it won't go well with them out there. Потому что там им не будет блага. They won't enjoy long life out И there. там они не будут наслаждаться долголетием. And so the purpose of discipline and correction is to restore the child to the circle. Таким образом, цель дисциплины и исправления – это восстановить или вернуть ребенка в этот круг. Is to bring them back into the place where God says it'll go well with them and they will enjoy a long life. Вернуть их назад в этот круг, о котором Бог говорит, что им будет благо, и они будут наслаждаться долголетием. Now that does wonderful things for discipline. Да, это очень помогает нам с вопросом дисциплины. Because the purpose of discipline is not to make my children pay for what they did that was wrong. Потому что цель дисциплины не в том, чтобы ребенок заплатил за то, что он делал неправильно. The purpose of discipline is to restore them. Цель дисциплины – исправить их. It's to bring them back to the place where Это- God says it'll go well with them. Это вернуть их назад в то место, о котором Бог сказал, что там им будет благо. So discipline is a rescue mission. Таким образом, дисциплина – это спасательная операция. It's me loving my children. Это я люблю своего ребенка. It's exactly what Hebrews 12:5 says. Это как раз то, что Евреям 12:5 говорит. My son, don't make light of the Lord's discipline. Don't lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines those whom he loves and punishes everyone he accepts as a son. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». It's just like your life and my life. Это подобно, как ваша жизнь и моя жизнь. God's discipline is for our good. Бог дисциплинирует нас, наказывает ради нашего блага. His discipline is an expression of his love for us. Его дисциплина является выражением Его любви к нам. His discipline is a way of bringing us back into fellowship with him. Его наказание является способом, как вернуть нас в общение с Ним. And that's exactly what discipline is for a child. Это как раз то, чем является наказание для ребенка.
Now, I want to talk to you about spanking children. Теперь я хотел бы поговорить немножечко о наказании детей или о том, как их физически наказывать, шлепать. And as you know, spanking children is not a very popular thing to do in America. Как вы знаете, физическое наказание детей не популярная вещь в Америке. When I was in Seattle in November, Когда я был в Сиэтле в ноябре, there were protesters with signs outside the church because I was teaching about spanking children. там были протестующие, ходили со знаками возле церкви, потому что они знали, что я здесь проповедую о физическом наказании детей. But even though it's not a popular thing to do, we need to do what God calls us to do. Но несмотря на то, что это не популярная вещь в нашей культуре, нам нужно делать то, что Бог сказал делать. And we need to take seriously the warning. Can we have the next slide, please? Thank you. We need to take seriously the warning of Colossians chapter 2, verses 8 and 9. Нам нужно очень серьезно воспринимать предупреждение, которое мы встречаем в Колоссянам 2 глава 8 и 9 стих. Paul says, "See to it that no one takes you captive Павел говорит, смотрите, чтобы кто не увлек вас through hollow and deceptive philosophies мирскими философиями, that have their roots in human traditions and the ways of the world rather than по преданию Christ." человеческому, по стихиям мира, но не по Христу. This is a very vivid passage. Это очень яркий текст. See to it that no one takes you captive. Будьте внимательны, чтобы никто не взял вас в плен. When are captives taken? Когда пленников берут? Captives are taken during a war. Пленников берут во время войны. There's a war going on out there against Jesus Christ. В мире происходит война против Иисуса Христа, And people are being taken captive и людей берут в плен. to hollow and deceptive philosophies. Берут в плен вот этими пустым обольщением и философией. Now, something hollow and deceptive has an appearance of being solid and substantial. Вы знаете, пустое и обольстительное всегда имеет вид того, что оно приемлемо. Sometimes at Easter, Americans buy these chocolate Easter bunnies for their children. Иногда во время пасхальных праздников американцы покупают этих шоколадных зайцев для детей. And this child thinks he has a 5-pound block of chocolate. И этот ребенок думает, что у него здесь кусок шоколада в 2,5 килограмма. But he will discover it is hollow and deceptive. Но очень быстро он обнаружит, что это пустое и обманчивое. There's nothing inside, it's hollow inside. В него внутри ничего нет, пустота внутри. And see, these hollow and deceptive philosophies tell us we should not spank our children. Заметьте, эти пустые обольстительные философии говорят нам, что нам не нужно шлепать наших детей. And if you are not careful, you will be more influenced by those voices than you are by the Word of God. И если вы невнимательные, вы будете больше находиться под влиянием тех голосов, чем под влиянием голоса библейского. Now, the Bible is not unclear about this. Библия достаточно ясна об этом. And let me just look at some passages with you very quickly. Давайте посмотрим несколько текстов вместе с вами. Proverbs 13:24. Притчи 13:24. He who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. Кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. People say to me sometimes, I love my kids too much to spank them. Люди иногда говорят мне, я люблю своего ребенка слишком сильно, и я не могу его отшлепать. I say, no, you love yourself too much. Я говорю, нет, ты любишь себя слишком много. If you are a parent with normal goodwill, Если ты родитель с нормальной доброй волей, the last thing in the world you want to do is to be the reason why your child experiences discomfort. самое последнее, что ты хотел бы, это быть причиной того, чтобы твой ребенок переживал дискомфорт. But this passage says that if you love your child, you will do that. Но этот текст говорит, что если ты любишь своего ребенка, ты будешь делать это. Proverbs 19:18. Притчи 19:18. Discipline your son, for in that there is hope. Do not be a willing party to his death. Наказывай своего сына, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Proverbs 22:15. Притчи 22:15.
Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Now, when it says folly is bound up in the heart of a child, it doesn't mean childishness. Когда здесь написано «глупость привязалась к сердцу юноши», это не означает младенчество. The way the Proverbs uses the term folly is to describe the fool. Книга притчи использует этот термин для того, чтобы описывать глупых людей. The fool says in his heart, there is no God. Глупый говорит в сердце своем «нет Бога». I will do whatever I want to do. Я буду делать, что я хочу делать. I will not be ruled by anyone else. Я не позволю, чтобы кто-то правил мной. That kind of folly is bound up in the heart of a child. Вот эта глупость привязалась к сердцу юноши. It's not speaking of childishness. Речь не идет о младенчестве, о детстве. You expect your children to be childish. Да, вы ожидаете, что ваши дети будут детьми. You know they're going to spill the milk at the breakfast Вы table. знаете, что они будут разливать молоко за завтраком. And if you have a lot of children, you have to plan on mopping up many gallons of milk. И если у вас много детей, вам нужно планировать собирать тряпкой много галлонов молока. But it's this folly in the child. Но здесь сказано глупость в ребенке. It's this rebellion that we see. Это бунт, который мы видим. You're trying to change this baby's diaper. Вы пытаетесь поменять дайперс ребенку. And he is saying to you, you will not change my diaper. И он говорит тебе, ты не будешь этого делать. You are going to discover I have 4 legs and 6 arms and I can roll like I'm on a rotisserie. Ты скоро обнаружишь, что у меня есть 4 ноги и 6 руки, и я могу крутиться очень сильно. And you will not change me. И ты не поменяешь меня. That kind of folly is bound up in the heart of a Вот child. глупость, которая привязала к The сердцу rod ребенка. of discipline is the means of delivering the child from the И folly. исправительная розга означает освобождение ребенка от этой глупости. Proverbs 23, 13 and 14. Притчи 23, 13, 14. Do not withhold discipline from a child. If you punish him with a rod, he will not die. Не оставляй юношу без наказания. Если накажешь его розгой, он не умрет. Now, he's going to sound like he will die, Да, конечно, он будет кричать так, что кажется, что он умирает. but the passage says he won't die. Но текст этот говорит, он не умрет. Discipline him with a rod and save his soul from death. Ты накажешь его розгой и спасешь души его от преисподней. What the passage is telling us is your child is on a pathway that will lead to everlasting destruction. Этот текст говорит, что ваш ребенок находится на тропе, которая приведет его к вечной погибели. And one of the means of deliverance И одно из средств освобождения is for the parent to discipline the child. это чтобы ребенок дисциплинировал, чтобы отец дисциплинировал ребенка. Proverbs 29:15. 29 глава притчи, 15 стих. The rod of correction imparts wisdom, but a child left to himself disgraces his mother. Розга и обличение дают мудрость, но ребенок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Have you ever noticed that there are not many wise children in American culture? Не замечали ли вы, что не так много мудрых детей в американской культуре? This passage helps us understand why. Этот текст помогает нам понять, почему. Because parents have turned away from discipline. Потому что родители оставили дисциплину. And so we're raising a whole generation of fools. Поэтому мы взращиваем целое поколение глупцов. Verse 17 says, discipline your son and he will give you peace. He will bring delight to your soul. 17 стих говорит, наказывай твоего сына, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Now, these passages are not difficult to understand. Эти тексты не трудны для понимания. And I'm sometimes amazed at how many excuses people make to avoid what the Bible is teaching us. Иногда я удивляюсь, как много разных оправданий люди используют для того, чтобы избежать того, чему учит этот текст. I've had people tell me things like this. Мне люди говорили следующее. Ted, those proverbs, that's wisdom literature. Они говорят, Тед, притчи — это мудрость, это литературный стиль или жанр мудрости. We don't have to do those things. Yeah, that's just wisdom literature. Нам не нужно делать это просто общая мудрость.
And I ask myself, И я спрашиваю себя, why would I not want to do what God says is wise? почему я не хочу делать то, что Бог говорит, как мудрое? On what planet does it make sense to not do what God says is wisdom? На какой планете не имеет смысла делать то, что Бог говорит, как мудрость? People say, couldn't it just be a metaphor? Люди говорят, может быть, это просто метафора. Couldn't the rod be a metaphor for just meaning that I discipline and correct my children? Может ли розга быть метафорой тому, что я просто дисциплинирую и исправляю ребенка? Let me give you a rule of scripture interpretation. Я хочу вам дать правила интерпретации You Писания. always interpret the scripture literally unless a literal interpretation doesn't make sense. Вы всегда должны толковать Писание буквально, кроме тех случаев, когда буквальное толкование не имеет смысла. When I read that God is a rock, Когда я читаю, что Бог скала, I don't ask myself, what kind of a rock is he? я не спрашиваю, какой тип скалы или камня он является. It doesn't make sense to interpret it Потому что literally. это не имеет смысла истолковать это утверждение буквально. So the term rock is being used to say he is stable and secure and unchanging. Поэтому термин «скала» означает, что он стабильный, он безопасный, он неизменный. He's like a rock. Он как скала. But when I read, don't withhold discipline from a child. Но когда я читаю, не удерживай наказание или розги от ребенка, If you discipline him with a rod, he won't die. если ты дисциплинируешь, наказываешь его розгой, он не умрет. But you will deliver his soul from death. Но ты избавишь его душу от преисподней. It makes sense of those words to believe that God is telling us to physically discipline our children. Очень ясно, что Бог говорит о том, чтобы мы физически наказывали наших детей. My personal testimony is I would have never disciplined my children. Мое личное свидетельство, я бы никогда не наказывал детей. But I was taught the Word of God by a faithful pastor. Но меня научил верный пастор Божьему Слову. And I realized this is the voice of God speaking to me. И я понял, что это голос Божий, обращенный ко мне. And I need to obey И God. мне нужно быть послушным Богу. And I need to obey God whether it's my personality or not. И мне нужно быть послушным Богу независимо от моих особенностей личности. And God used His Word to deliver our family from disaster. И Бог использовал свое слово, чтобы избавить нашу семью от катастрофы. Now let me just go through some steps very quickly. Давайте очень быстро пройдем через несколько ступеней. How do you do this in a way that is appropriate for your children? Как вы наказываете детей подходящим, правильным способом? Number one, you take your child to a private place where you can speak to them in privacy. Первое правило. Отведите ребенка в уединенное место, где вы можете говорить с ним один на один. People say to me, but I want the other kids to know what happens if you don't obey. Люди говорят мне, я хочу, чтобы другие дети знали, что случается, когда ты не слушаешь. Don't worry, they will know. Не переживайте, они будут знать. They will know something happened behind those closed doors that I don't want to have happen to me. Они будут знать, что что-то за этими закрытыми дверями происходит, чего я не хочу, чтобы случилось со мной. Number two, you need to tell the child specifically what he has done wrong or what he has failed to do. Второе. Вы должны конкретно объяснить ребенку, в чем он провинился, что он не сделал или что он должен был сделать. Daddy told you to pick up your toys, didn't he? Папа сказал тебе подобрать, собрать твои игрушки, не так ли? So the child knows this discipline is related to my failure to pick up the toys. Чтобы ребенок понимал, что эта дисциплина связана с тем, что он не собрал игрушки. Number three, I want to secure an acknowledgement from the child. Третье. Я хочу, чтобы ребенок признал то, что он сделал. Daddy told you to pick up your toys, didn't he? Папа сказал тебе собрать игрушки, не так ли? You didn't obey me, did you? Ты не сделал этого, не так ли? So I want the child to acknowledge what it is that he has done. Я хочу, чтобы ребенок понял, что он сделал. Number four, I want to remind him of my objective. Четвертое, я хочу напомнить ему о своей цели. If we could go back 2 slides, Если мы вернемся 2 слайда назад, the other way, yes. еще дальше, One more. еще дальше.
Thank you. I Вот want to это. remind him of this. Я хочу напомнить ему об этом. I'm not spanking you because I'm mad at you. Я наказываю тебя не потому, что я зол на тебя. I love you. Я люблю тебя. But you have put yourself in a place of danger. Но ты поставил себя в место опасности. You have disobeyed your father. Ты не послушал своего отца. You have moved outside the circle. Ты ушел за границы круга. I love you too much to leave you in danger. Я люблю тебя настолько сильно, что я не позволю тебе оставаться в And so I'm опасности. going to discipline you to restore you to the circle. Таким образом, я буду дисциплинировать тебя, чтобы восстановить тебя, вернуть тебя в этот круг. Now, number 5, I want to tell him how many swats he's going to receive. Пятое, я скажу ему, сколько шлепков он получит. It'll be 2 swats, 3 swats, whatever is appropriate for the Это будет child. 2, 3, сколько вы считаете подходящим. It'll be different with different children. С разными детьми будет это по-разному. One of our sons had a bottom that was made of leather. У одного из наших сыновей была задница, которая сделана из кожи. It was made of thick leather, like saddles are made out of. Из такой твердой кожи, как примерно эти сиденья делают. And he was not easily impressed. И его нелегко было впечатлить. He required more. Он требовал больше. We had one that was so compliant, when he saw the paddle, he was compliant. Но другой был у нас, который только видел эту, чем мы шлепали, он уже был послушен. He required less. И он требовал меньше. Now, number 6, I want to remove his trousers. Шестое, я хочу снять его штаны. Now, here's my point. И вот что я имею в виду. I don't want the spanking to get lost on the padding of his pants. Я не хочу, чтобы шлепок потерялся между его в его штанах, в мягкой ткани штанов. I've seen mothers spank children through 2 diapers and a pair of overalls. Я видел, как матери шлепают детей через 2 дайперса и еще пара штанов сверху. And they're saying, I spanked my 2-year-old and he just laughs at me. И она говорит, я шлепаю моего 2-летнего, а он просто смеется. And I've said, dear, he didn't even know you were there. Я говорю, дорогая, он даже не знал, что ты там была. What was that noise? I heard a noise behind me. Что там за шум? Я слышал шум рядом. You see, you have to get down to where you can apply the Board of Education to the seat of knowledge without having anything in the way. Вам нужно дойти до того положения, когда вы можете применить вот это средство образования к вот этому месту или сидению знания. Now, let me give you this thing to think about. Давайте поговорим о кое-чем, что надо обдумать. If your child is a young child, Если ваш ребенок очень маленький, you are in charge of all of you care for all of his hygiene needs. вы заботитесь о всех его гигиенических нуждах. You change his diaper. Вы меняете его дайперсы. You make sure he's clean when he uses the toilet. Вы проверяете, что он чистый, когда он ходит в туалет. It won't embarrass him for you to see his bottom when you spank him because you see his bottom every day. И это не будет его приводить в стеснение, что вы видите его задницу, потому что вы видите ее каждый день. If he's old enough that he cares for his own hygiene, Если он достаточно взрослый, что он сам о себе заботится, he bathes himself, он моет себя, he changes his own underwear, он меняет свое белье, then leave his underpants on. оставьте его штаны на месте. You don't want him to have any sense of shame or embarrassment. Вы не хотите, не нужно его ставить в положение стыда. You do want to be sure that there's not a book back there or something that will keep you from Вам being нужно быть уверенным, effective. что там нет книжки под штанами. Now, after I've disciplined this child, I want to restore him. После того, когда я применяю наказание к ребенку, я хочу восстановить его. I used to take my children up on my lap and I would tell them how much I love them. Я обычно брал своих детей на колени, сажал и говорил им, как я люблю его. I would say, Daddy loves you very much, Я говорил, папа любит тебя очень сильно, and I hate to spank you. и я очень не хочу тебя шлепать. In fact, I hope I never have to spank you again. В действительности, я надеюсь, что я никогда не буду шлепать тебя опять, еще раз. I told them that hundreds of times. Я говорил это им сотни раз.
I meant it every single time I И told я it. каждый раз действительно имел это в виду. And eventually the day came when I didn't have to spank them И anymore. когда-то пришел тот день, когда мне больше не нужно было их I've not шлепать. spanked any of my children for years. Я уже многие годы не шлепаю своих Of детей. course, my youngest son is 35 years old. Конечно, моему младшему сыну уже 35. I'm here as a testimony to the fact there is life after spanking. Я здесь свидетельствую вам о том, что есть жизнь после шлепания. It's really not something you're going to do for the rest of your life. Это то, что вы не будете делать всю жизнь. But there is this window of time in the child's development when it is very important. Но есть такое окно времени в развитии ребенка, когда это очень важно. Now, if the child will not be restored to you, Если ребенок не будет восстановлен в отношениях с вами, he's turning away from you. он обижается, отворачивается от вас. He's calling to the other parent for help. Он другому родителю кричит, чтобы ему помогли. He's making his body stiff so he slides off your lap. Он так выгибается, что он выкручивается из ваших рук. If he's letting you know, I won't be restored to you, Если он говорит вам, что он не хочет восстановления отношений с вами, something is wrong. что-то неправильно с ним. Two things you need to check. Две вещи вам нужно проверить. The first thing you need to check is your spirit in the discipline. Первое, что вам нужно проверить, это ваш дух в процессе дисциплинирования. Maybe you came to this child with sinful anger, Может быть, вы пришли к этому ребенку с греховным гневом, and your whole manner and tone was one of wicked anger and unkindness toward your и child. ваша манера, ваш тон выражали ваш гнев и отсутствие добра к ребенку. And if you have sinned against him in this way, you need to ask for forgiveness. Если вы согрешили против ребенка таким способом, вам нужно попросить у него прощения. Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. Daddy was very angry. Папа очень разозлился. You needed to be disciplined, Тебя нужно было дисциплинировать, наказывать. but I should not have disciplined you in anger. Но я не должен был дисциплинировать тебя в гневе. Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. Now, I also need to check the child's spirit. Кроме того, я должен проверить дух ребенка. Maybe he's just still outside the circle. Может быть, он продолжает быть вне этого круга благословения. Sometimes my one son, I would have to say to him, "You're not sweet enough yet." Иногда одному своих сыновей я говорю: ты еще недостаточно добр. And so I'm not done yet. Я еще не закончил. I thought 3 swats was enough, Я думал, 3 шлепка достаточно. but you're not sweet enough yet, and Daddy's going to have to spank you again. Но ты еще недостаточно мягок, мне придется тебе еще пошлепать. Now, I'm not saying that I'm going to keep spanking him forever. Я не говорю о том, что я буду продолжать шлепать его вечно. But if the child is still outside the circle, I need to let him know he is in a place of great danger. Но если ребенок продолжает быть вне этого круга, мне нужно дать ему знать, что он находится в этом месте опасности. And then finally, I want to pray with him and for him. И последнее, я хочу молиться вместе с ним и за него. There's a very tender moment. Это очень нежный, очень такой мягкий момент, I have this 3-year-old on my lap, когда этот трехлетка сидит у меня на коленях, and he's still kind of getting over the fact he was crying. и он еще пытается преодолеть свои слезы. And that's a tender moment to seize for the gospel. Это такой особый момент, который нужно ухватывать для того, чтобы открыть Евангелие. Honey, this is why Jesus came. Дорогой, это почему Иисус пришел. Jesus came because you and Daddy are people who stray from God's ways like lost sheep. Иисус пришел по причине того, что ты и твой папа люди, которые уходят от повиновения Богу, как потерянные овцы. Daddy's going to pray for you. И папа помолится за And тебя. I'm going to pray that you would be a boy who loves God and who obeys mommy and daddy. Я помолюсь о том, чтобы ты был мальчиком, который любишь Господа и послушен папе и маме. Now, I know that I have left unanswered a whole list of questions. Я знаю, что я оставил неотвеченными целый список вопросов. And that's where we'll begin. We'll begin with those questions in our next И на hour. следующей сессии нашей мы начнем именно с этих вопросов. Let's pray together. Давайте помолимся. Father, give us grace to walk in your ways. Отец, дай нам благодати Твоей ходить Твоими путями.
Make us people who do not question the Word of God, Сделай нас людьми, которые не подвергают вопросам, не подвергают сомнениям Слово Божие. but make us people who obey the Word of Но God. сделай нас людьми, послушными Слову Божьему. We pray this for the sake of our children Мы просим Тебя об этом ради наших детей and for your glory. и ради Твоей славы. We ask in the name of your Son. Amen. Мы просим Тебя во имя Твоего Сына. Аминь.